Здравствуйте, дорогие наши подписчики! С вами опять я, агроном компании «Ваш сад» Людмила. Как бы мы там хотели, не хотели продолжение лета, уже пришла осень. И когда мы выходим на свои дачные участки, например, или в огороды, мы, конечно, понимаем, что пришла та пора, когда нужно обратить внимание на свои растения. К чему я веду? Я веду к тому, что еще чуть-чуть, и мы все начнем покупать удобрения осенние для того, чтобы хорошо подготовить растения к зиме. Вы все прекрасно знаете, что для того, чтобы растения росли и развивались, есть макро- и микроэлементы. Три основных макроэлемента – это азот, фосфор, калий. Как мы говорим, НПК. И каждый из этих элементов как-то по-своему влияет на растение. Если идет разговор, например, об азоте, это говорит о том, что растения будут расти хорошо, быстро, будет лист у него крупный. Фосфор работает по-своему, калий по-своему. Но когда разговор идет об осенних удобрениях, мы должны покупать там, где как раз количество азота минимальное или вообще отсутствует, а в состав входит фосфор и калий. Почему? Потому что фосфор стимулирует лучшее развитие корневой системы, плюс влияет на процессы физиологии в растении, а калий, он не только повышает, делает нам плоды вкусными и сладкими, не только заставляет там, например, розочки цвести, да? Калий работает в клеточном соке очень интересно. Он повышает уровень сахара в клеточном соке. И получается, знаете, как в машину заливают антифриз, чтобы не замерзало. Точно так же происходит в растении. При поднятии уровня сахара растение очень хорошо готовится к зиме и переносит очень легко, например, морозы. Кстати, именно внесение удобрений с повышенным содержанием фосфора и калия или осенних удобрений или безазотного удобрения как раз и готовит растение к зимовке и защищает растение от вымерзания. Конечно, в идеале было бы лучше, если бы мы покупали осенние удобрения для каждого вида растений отдельно. Почему? Объясню. Потому что все равно есть какие-то свои нюансы даже в составе микроэлементов для тех или иных растений. И вы, когда попадаете в садовый центр, вы видите, что есть очень много растений, где действительно так и расписано. Осенние удобрения, например, видите, написано для хвойных. Есть осенние удобрения для тех же розочек, есть осенние удобрения для плодовых, для ягодных растений и так далее. Но есть осенние удобрения, которые универсальные. Что это за удобрение? Оно практически подходит всем растениям. И, как видите, здесь на рисуночке видно и ягодные, и хвойные, и те же розочки. И внимательно, если посмотреть на картины, на коробочку, здесь написано «без азота». То есть в состав этого удобрения входит фосфор, входит калий и определенное количество микроэлементов. На каждой упаковочке есть дозировочка, потому что под молодые растения мы вносим одно количество, под взрослые, которые уже старые, совсем другое. Под газон мы вносим совсем другую дозировочку. Как вносится это удобрение? Оно есть разное. Это удобрение, которое я вам только что показывала, это все удобрение медленного действия. То есть мы вносим в почву, заделываем его в почве. Если это, например, на газоне, это нужно разбросать. И оно потихонечку работает. А есть удобрение осеннее, которое мы можем хорошо развести, и во время осенней влагозарядки очень хорошо полить и удобрить, то есть внести вместе с водичкой удобрение к самим корням растения. Для того, чтобы наши растения чувствовали себя зимой комфортно, а вы можете мне возразить, что нам бояться, у нас очень редко бывают морозы. У нас редко бывают морозы, но у нас постоянно качели температурные, тепло, холодно, солнышко пригрело, тут же мороз. А растения к этому нужно подготовить. А как раз подготовка к таким качелям – это и есть обязательное внесение осенних удобрений. Вы даже если в течение лета не вносили, будьте добры, осенью все-таки позаботьтесь о своих растениях.